Доброго вечора, ми з України, ви дивитесь проект «Украина в огне», мене звати Рауль. В то время как Кабаич в бункере пересматривал ретроспективные показы программы «Служу Советскому Союзу», в Украине начались гастроли группы «Хаймарсики». Этот новый музыкальный проект с конца июня выступает по всей линии фронта и уже дал 10 концертов, которые имели оглушительный успех в Новой Каховке, Мелитополе, Донецке, Макеевке, Херсоне и других городах нашей бескрайней родины. По словам зрителей, которые имели возможность наблюдать за шоу, особым успехом у публики пользовался хит «Бавовна». Также визитной карточкой группы «Хаймарсики» стал праздничный салют по окончанию концерта. В некоторых городах группа выходила на бис уже через несколько часов. А если серьезно, по информации журналистов BBC, за последние 2 недели высокоточные системы залпового огня «Хаймарсы» и М270 МЛРС не просто поступили на вооружение украинской армии, они начали в режиме 24/7 уничтожать склады с боеприпасами и горючим. В термоточки превратились склады, которые находились даже на расстоянии 70 километров от линии фронта. Например, город Снежная Донецкой области. Одна из особенностей стратегии наших ракетчиков – удар по военной базе с повторным нанесением удара по этому же месту через несколько часов, когда на место событий стягивается военное руководство, коллаборанты и подразделения российской армии. Для всех остальных месседж от ЗСУ и правительства Украины. Подготовьте укрытие, а лучше эвакуируйтесь с оккупированных городов. Если вы проживаете рядом со складами и нефтебазами, вероятность, что по ним будет нанесен ракетный удар, равен 100%. На сегодня, по официальным данным, у нас на вооружении находятся высокоточные ракеты с радиусом действия 80 километров. Но я не удивлюсь, если через какое-то время на воздух взлетят тыловые склады россиян в километрах 150 от линии фронта. И да, ПВО войск РФ неэффективно против группы «Хаймарсики». Я очень надеюсь, что уже в ближайшие месяцы количество «Хаймарсов» будет доведено до нескольких десятков, и мы станем свидетелями того, как все эти тысячи российских танков и пушек превратятся в металлолом. Сама же стратегия уничтожения складов и нефтебаз проста и гениальна одновременно. Как любят говорить в армии, танк без боекомплекта – это трактор, а без топлива – памятник. Разумеется, американская вундерваффе становится целью номер 1 для армии оккупантов. Уже в ближайшее время мы услышим огромное количество заявлений Коношенкова об уничтожении пары сотен «Хаймарсов» и 2 миллионов ракет к ним. Но это будет неправдой. Установки находятся в постоянном движении и останавливаются лишь на несколько минут для дозаправок и пуска ракет. К тому же помните, что по заявлению россиян они уже сбили больше самолетов, чем у нас было вместе с памятниками. Так что я предсказываю долгую и прекрасную творческую жизнь музыкальной группе «Хаймарсики», которая еще только разогревается. А теперь мы переходим к новостям Аркастана. По информации ФСБ, 11 исламистов из подпольной ячейки Исламского государства, не путать с талибами, то друзья, задержаны в Карачаево-Черкесии за вербовку и интернет-пропаганду. У них изъяли арсенал огнестрельного оружия и средства связи. Бог с ней с интернет-пропагандой, но вербовать на войну – это уже просто хамство со стороны Исламского государства. Россия-матушка не может собрать добровольцев и оружие на войну в Украине. А тут на чужую поляну лезут пастись какие-то бородатые дядьки. Но я уверен, что им тоже предложат вариант не сидеть, а послужить великому делу освобождения русского мира. Тем более, что мужики со своим оружием и связью – это прям находка какая-то. Потому что с русскими милитаристами дела идут не очень. Майку еще с буквой Z купить могут, но с боевым духом беда. Смотри, какие клоуны у нас ходят, блядь. Че, ты поддержишь войну, да, ублюдок? Че, давай? Давай, пизда, что-нибудь уебай, блядь. Пошел ты нахуй, петух. Вот он, классический российский диванный милитарист. Даже егойная баба посмелее будет. Комментировать умственные способности данной ячейки общества я не буду. Зато познакомлю вас с российскими волонтерами, которые привезли своим героическим военным гуманитарную помощь и даже дрон. Владимировичу, командиру славного соединения. Нет, части. Легендарного соединения после этой кампании. Да, 5-я бригада. Ребят, сейчас я вот Павлу Андреевичу. Да, мы тут привезли немного помощи. Даже с аккумуляторами. Да, выкупали. Так, здесь это у нас от подписчиков из Москвы. Вот оно, знаменитое единство русского народа против украинской орды. Но недолго мавики летали.
Сразу после отъезда лохов-волонтеров боевой Жорик был выставлен на продажу на электронной барахолке ЛНР ДНР и успешно продан. С налетом всего 10 минут. Жорик, никто кроме нас. Пепел Жорика просто стучится в мою грудь. При этом, в то время как боевые побратимы продали в рабство боевого Жорика, трагичные новости пришли от еще одного великого братства – козлячьих войск Руси. Во время тренировочного сбора в Подмосковье был зарублен атаман Капитонов. Лично я уважаю тренировочные бои с настоящими шашками. Такая практика должна быть распространена и в вооруженных силах Российской Федерации. Раздали солдатам калашматы, выдали боевые патроны, поставили друг против друга и пусть тренируются. Тяжело в учении, легко в гробу. Хотя, честно говоря, я думал, что козлячество тренируется цепными мечами, а не этими зубочистками. Но давайте будем объективными. Есть в России и разумные военные. Вот плакат из одной воинской части в РФ. На ней изображены военные и указаны их фамилии. Список длинный, чек 400. На самом плакате написано: они отказались исполнять свой долг и убыли с боевых позиций. Они забыли военную присягу, бросили своих товарищей, опозорили своих родных, свой край, свое достоинство. Но на самом деле они отказались выполнять преступные приказы и вполне четко понимают, что такое долг и присяга. Россия официально не объявляла Украине войну. И любой военный России вправе отказаться от командировки в Украину. На родину этих солдат и офицеров никто не нападал. Их семьям ничто не угрожало вплоть до 24 февраля 2022 года. А если бункерному гному и его челяди охота повоевать, то у них у всех есть дети, есть мужья, есть отцы. Всех можно отправить поучаствовать в спецоперации. Какие проблемы? В общем, глядя на то, что происходит в российской армии, я полностью уверен, что мобилизация в России, если и будет, то закончится полным провалом. И все, что остается, вербовать наемников в тюрьмах и в исламском государстве. Кстати, с экономикой в России тоже происходит настоящий стремительный домкрат, потому что за экономику в стране отвечает депутат Единой России Мария Бутина. Ну что, родные мои, нам в очередной раз бросили вызов. Компания Apple приостанавливает продажи своих смартфонов в России. Но это на самом деле совершенно не беда. В моих руках вот такой вот замечательный телефон, отечественный телефон Ая T1. Я и Ая. Давайте посмотрим, что внутри. Такой телефон можно использовать именно для звонков самым дорогим и близким, потому что у него есть уникальная разработка, в мире этого нет. Вы можете выключить и камеру, и микрофон одной кнопкой. Мы обязательно это посмотрим. Итак, что у нас есть? У нас есть инструкция, вот какой-то чехольчик даже, но это на самом деле не главное. Самый главный герой, собственно говоря, Ая T1. Совершенно новый смартфон. Вот это мое любимое. Слышите звук? Замечательно. Давайте попробуем его включить и посмотреть, работает ли он все-таки или нет. И отечественная система Аврора. Произведена открытая мобильная платформа. Очень приятно. Так, смотрим. То есть здесь ни Google, ни Apple никакой. Здесь именно наша отечественная система. Сейчас, кстати, такой смартфон можно купить в магазине за 15 тысяч рублей. Да-да, рублей. Сравните это с продажами Apple и всех прочих. Докладываю. План победы над айфоном под угрозой. Как оказалось, процессоры Skif производились на Тайване, а теперь их производят местные кулибины, и он перегревается. Операционка Аврора, которая заменила Android 11, особого успеха тоже у публики не вызвала. Продажи ожидаемо падают, фиаско не за горами. Контрафактный iPhone танцует на платах китайского смартфона. Но Мария не унывает, теперь она большой специалист в косметологии и готова объявить джихад французским лакшери-кремом. Давай, Маша, отжигай. Что общего у ветеринарного крема для коров и элитной женской косметики? Причем здесь импортозамещение? Узнаем прямо здесь, в Кировской области. Лекарства и средства ухода, от витаминов до всевозможных кремов. И все это не для людей, а для животных. Именно с товаров для братьев наших меньших в начале 90-х и началась история предприятия. И вот косметическая эволюция. С 2010 года в составе холдинга есть производство, так сказать, человеческой продукции. Вот так из крема для коров мы получаем элитную серию женской косметики и бальзамы, и гели для душа, крем для лица и даже крем для пяточек. Все для женской красоты. Я думаю, что после просмотра этого ролика десятки тысяч российских модниц ломанутся в магазины. Но не за этим кремом, а за остатками импортных кремиков для пяточек, потому что скоро они нормально сгодятся и для лица. При этом каждый россиянин точно знает, где и почему лучше жить.
То есть вы считаете, что на данный момент у нас европейский уровень жизни? Мы спокойнее все равно живем, чем у нас нет таких драк, там что-то такое. В России не дерутся, да. Вот я о чем и говорю. Как вы думаете, мы достигнем европейского уровня жизни? Нет, я думаю, у нас лучше, чем в Европе. Что именно? Более культурно, более все цивильный, мне кажется. Что у них в Европе творится, это страшно. Мне кажется, у нас все лучше. А что там творится? Как с детьми обращаются, они из девочка делает мальчика, из мальчика делает девочку. Для меня это вообще ужас, кошмар. Я думаю, мы до этого никогда не дойдем. А вы были в Европе? Нет. А как вы думаете, сможем ли мы достичь европейского уровня жизни? Судя по тому, в каком состоянии сейчас Европа, я бы не хотела достигать такого уровня. И чтобы моя страна тоже. А что там происходит? Как бы экономический кризис не только в Европе, но и в ваших любимых штатах тоже. Только из-за этого вы бы не хотели достигать уровня? Нет, не только из-за этого, потому что Россия, на мой взгляд, единственный островок, где сохраняются еще базовые человеческие ценности, в том числе православие, с которым борется вся Европа. На православии держится очень, практически наш мир. Вот. А разрушившие вот эти ценности... В палате номер 6 все стабильно. Народ сплотился вокруг лидера, кругом враги. Они хотят уничтожить православие и отобрать у них нефть и газ. А теперь у нас достаточно большой блок украинских новостей. У меня не было никакого желания это обсуждать, но письмо члена Конгресса США Виктории Спаркс, поданное Джо Байдену, стало сенсацией ушедшей недели в Украине. Дело в том, что в письме, его текст опубликован, кстати, на сайте Конгресса, Виктория просит на основании разведданных подтвердить или опровергнуть тесные связи главы Офиса президента Андрея Ермака с Кремлем. Также в письме Виктория задает вопросы не только по Ермаку, но утверждает, что его заместитель Олег Татаров, который занимается в Офисе президента вопросами борьбы с коррупцией, скорее всего с ней не борется, а ее возглавляет. И при этом практически заблокировал работу специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Часть текста в письме Виктории вымаран. Но «Украинская правда» утверждает, что там речь идет о том, что Ермак слил операции по задержанию наемников путем посадки самолета в Украине, плохо руководил неудачными мирными переговорами с Российской Федерацией перед войной и мешал Украине готовиться к войне, утверждая, что нападения не будет и не стоит доверять западной разведке безоговорочно. Хорошо, давайте разбираться. Отбрасываем лирику и смотрим на голые факты. Я все разбил по пунктам, так удобнее. Итак, пункт первый. Письмо Конгрессвумен не поможет нам узнать, является ли Ермак агентом влияния Кремля. Потому что получится, что Джо Байден и его администрация вместе с разведывательным сообществом лохи вульгарис, то есть обыкновенные. Они прозевали Мата Хари в сердце правительства союзной страны. Могут ли они быть лохами? Да. Признаются ли они в этом? Нет. В лучшем случае в своих мемуарах. Пункт номер 2. Мог ли быть Ермак полезным идиотом, который верил в то, что Россия не нападает на Украину? Конечно. Кстати, его неверие базировалось на вполне прагматичных доводах. Война для России была невыгодной и несла в себе слишком много рисков. Сейчас мы понимаем, что по большому счету ошибался не Ермак, а российское руководство, которое отправило войска в Украину для проведения парада в Киеве. Пункт номер 3. Ермак слил инфу про операцию по задержанию вагнеровцев. Тут интересно, ее действительно слили или она реально была отменена как слишком рискованная? Возможно, американцы владеют такой информацией, но зачем им информировать украинскую общественность, тут не ясно. На данный момент я не вижу никакого недовольства Ермаком со стороны администрации Байдена. Он практически невидим в информационном пространстве и старается не светиться и никого не раздражать. Пункт номер 4. Ермак слил Херсон и виновен в трагедии Мариуполя. Кто-то действительно в этом виновен, и разбираться в этом вопросе необходимо не после войны, а расследовать прямо сейчас. Это компетенция как СБУ, так и военного руководства. Пункт номер 5. Ермак затягивал срочные закупки военной техники через Министерство обороны Украины и выдвигал необоснованные или даже незаконные условия. Здесь все очень интересно и хотелось бы увидеть документы. Пока выглядит как труднодоказуемая история, потому что глава Офиса президента навряд ли имеет такие полномочия по закону. А если кто-то слушал его устные рекомендации, то зачем он это делал, а не действовал по протоколу? Пункт номер 6. Самым забавным, разумеется, выглядит обвинение в провале переговоров с Путиным. Если бы это была уголовная статья, то вместе с Ермаком на скамье подсудимых сидел бы Джо Байден, Макрон и Шольц. Путин, кстати, тоже, потому что он вместе с этими ребятами провалил переговоры. И, как понимаете, все вот эти ребята вместе с Ермаком тупо не справились. Потому что, как показывает вся многовековая история России, пока ты не вырвешь у русского медведя балалайку и не шарахнешь ей по морде, стабилизации сознания не происходит. И медведь продолжает бредить о том, что везде, где есть мед и малина, там везде его территория. Пункт номер 7.
По Олегу Татарову Ермаку крыть нечем. Похоже, они действительно блокируют назначение главы антикоррупционной прокуратуры, и это длится уже несколько лет. Антирейтинг самого Татарова может конкурировать лишь с антирейтингом главы налогового комитета ВР Гетманцева и депутата Николая Тищенко, он же Николас Мидбол. Но если последний в связи с острой интеллектуальной недостаточностью и врожденной экзистенциальной простотой выглядит достаточно безобидным пассажиром во властном паровозике, то Татаров в этой системе опытный механик, который умеет очень хорошо и незаметно управлять составом. Зеленский может и не знать об этой подковерной возне, он у нас не 7 пядей во лбу, но отсутствие пядей и невнимательность его абсолютно не оправдывает. Несмотря на то, что я являюсь вице-президентом солидной консервативно-конспирологической партии свидетелей рака Путина, с РАКАПУ, я очень не люблю конспирологических теорий. Люди слишком тупы, болтливы и ленивы для сложных схем. Тем не менее, даже мне очевидно, что Виктория в данном случае не просто хочет узнать у разведки, можно ли доверять Ермаку. Для этого конгрессвумен не нужно писать открытое письмо и публиковать его на сайте Конгресса. Достаточно сделать несколько звонков или внутренних запросов. Но Виктория выбрала публичность в истории, которая уже на старте имеет признаки секретности. Даже в ее письме есть абзацы, которые не предназначены для широкого круга читателей. Ответ тоже может состоять из больших черных прямоугольников. Виктория будет знать правду, но не сможет нам ее озвучить. Повредило ли это открытое письмо отношениям США и Украины? Америка помогает не Ермаку, Америка помогает украинскому народу. На данном этапе политические интересы США полностью совпадают с интересами именно украинского народа. И если завтра президент Украины или глава его офиса попытаются навязать украинцам свое видение мирного договора с Россией, например, то его ждет неминуемая отставка. Верю ли я, что Ермак агент влияния Кремля? До 24 февраля я был уверен, что Ермак верил в то, что с Путиным можно договориться о мирном сосуществовании и заморозить конфликт на Востоке на десятилетия. Он ошибся. После 24 февраля наличие такого высокопоставленного крота в руководстве страны гарантировало бы неминуемое поражение в кратчайшие сроки. Этого не произошло. Я смотрю на результаты. Кто такая Виктория Спарц и почему она настолько заинтересовалась этим вопросом в Украине? Она этническая украинка и первая конгрессвумен США украинского происхождения. Родилась в селе Носевка, Черниговская область. Состоит в республиканской партии, соавтор закона про ленд-лиз для Украины. Она точно на нашей стороне. Кое-кто в Украине, правда, утверждает, что она выходец не из села Носевка, а из села Рошен, Рошеновской области. И также прислушивается к мнению активистов Шабунина и Юрчишина. А еще немного агент Кремля и назгул Дональда Трампа. Классический конспирологический суповой набор, в котором каждый получит тот ответ, который его устраивает. Теперь давайте поговорим о последствиях. Как я уже говорил, главная ошибка Путина – наступление на Киев. Угроза жизни и имуществу заставила сплотиться украинские элиты и украинское общество. На глазах Порося превратилась в Карася, Вилкул в Виделкула, Добкин в патриота Украины. Раскрылись глаза даже у вечно сонного Юрия Бойко. Некоторые ватники прозрели настолько, что реально встали на защиту своих семей и гектаров своей земли. Многие искупили кровью свои заблуждения. Если бы Путин ограничился наступлением на Востоке, мы бы избежали трагедии в Ирпене, Буче, Макарове, Матыжине, Чернигове. Но я уверен, что пятая колонна во власти сделала бы все, чтобы мы капитулировали на Востоке, а потом русский мир все равно бы пришел в Киев. Тем не менее, чем дальше война от Киева, тем больше у политиков времени заниматься политикой. Борьбу за власть никто не отменял, даже если она достанется всего лишь на месяц или на неделю. В политической борьбе неминуемо пытаются использовать авторитет и влияние наших союзников. Уверен, что у Виктории могут быть свои мотивы как члена республиканской партии и свои мотивы как этнической украинки, которая всеми силами пытается помочь стране, где родилась и выросла. У каждого президента в нашей стране был свой Ермак. И не один. Все без исключения президенты Украины совершали ужасающие кадровые ошибки и не разбирались в людях. Главы администрации президента – это вообще отдельная история. Давайте вспомним хотя бы Медведчука, Табачника, Литвина, Балогу и Богдана. Если бы в Украине сроки плюсовались, то каждый из них получил бы, думаю, от 100 до 300 лет тюрьмы.
Но самое интересное, ни один президент никогда не осознавал угрозы, которая исходила от антирейтинга его ближайших помощников. Он всегда превышал антирейтинг самих президентов и систематически топил их на следующих президентских выборах. И это я уже не вспоминаю окружение наших глав государств. Во времена Порошенко мне было достаточно Шокина, Луценко и Пашинского, чтобы сказать себе «Ніколи знову». Для многих во времена Зеленского это Богдан, Ермак, Арахамия и Коля Котлета. Я до сих пор уверен, что если бы в свое время Янукович оперативно уволил бы министра МВД Захарченко и турнул маразматика Азарова, у него были шансы удержаться на троне. Но пацаны своих не сдают. Это прямо кредо любого украинского президента, несмотря на очевидный и закономерный финал на выборах. И я просто уверен, что Зеленский будет держаться за своих пацанов, которые его в конце концов и утопят. В этом нет никакой трагедии, кстати. Но я бы хотел, чтобы на выборы мы пошли после нашей победы. А весь этот скандал вокруг Виктории и Ермака принес нам дополнительно 10 хаймарсов и 10 самолетов F-16. Потому что если случится наоборот, у меня возникнут вопросы и к Виктории, и к Андрею. К большому сожалению, на сегодня я уже не успеваю донести до вас историю войны между Николаем Тищенко и Марьяной Безуглой. Но в ближайших выпусках обязательно это сделаю. Заголовок уже готов. Комода против гігантської кобри. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні!